Всем привет, вы на канале Вектор, с вами Владимир, и сегодня на обзоре у нас Mitsubishi Outlander третьего поколения в рестайле. Сразу про рестайл, пока нахожусь около передней части, отличить рестайл от до рестайла сможет только прям фанат этого автомобиля, либо прям специалист. Я очень долго пытался разобраться, чем же они отличаются, но я нашел небольшие отличия по бамперу. Смотрите, на дорестайловой модели вот эта часть бампера, в цвет которая, да, она уходит вот сюда вот. И вот здесь вот нету накладки серебристой. Это в дорестайловых моделях. Вот эта решеточка чуть-чуть другая, изменена. Да и в принципе все. И чуть-чуть туманки маленько другого вида. Все. Это то, что я прям вот смог найти какие-то очевидные вещи, да, хоть какого-то отличия. По техничке там ничего не менялось. Друзья, смотрите, вот мое личное мнение, да, по поводу внешности. Мне Outlander третьего поколения не нравится от слова совсем. Не передняя часть. Пошлите покажу заднюю часть. Вот боковая часть еще нормально. Как бы пропорционально, да, соотношение там переднего крыла, двери, как бы, заднее крыло, да, нормально, как бы кроссовер. Но задняя часть мне не нравится совсем. Вот эти вот маленькие фары по краям. Вот этот вот один задний ход. Кстати, вот пока я здесь тоже хотел сказать. Машина на максималках для 2.4 двигателя. Парктроники доустановленные, с завода их не ставили. Максималка? Вы что, прикалываетесь, что ли? Но есть камера заднего вида. А парктроники доустановили. Как? Мне кажется, это в совокупе должно идти с завода. Друзья, такой основной, наверное, плюс этого автомобиля – это багажник. 591 литр. Сейчас подождем, когда он откроется. Давай. Он это сделал. Смотрите, 591 литр – это в минималке. 1750 примерно это при сложенном втором ряде сидений, да, то есть, почти под 2 куба получается объем. Да, это плюс. Смотрите, здесь комплектация с электроприводом. Крышка багажника, смотрите, как реализовали японцы электропривод. Просто приделали привод к стойке сбоку. Они не стали заморачиваться, они не стали это прятать и действительно разрабатывать, да, то есть момент. Они просто сделали привод колхозный сбоку. И плюс аморики, да, то есть, такие, знаете, вспомогательные. Вы видели, как долго он открывается. Это реально, это очень долго. Сразу по багажнику, смотрите, железо. Закройте пластиком, просто эстетичнее будет. Дальше, по багажнику, объем, я уже сказал, он достаточно большой. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Здесь убрана полка, органайзер, удобно, здесь что-то мешает. Ага, вот, все, собрали, убрали. Запаска у нас снизу. Про лебедку, которая держит запаску, все знают. Надо периодически ее откручивать, закручивать, поднимать, смазывать. На ТОшках, в сервисах, то есть если сервисмены этого не знают, то вы как собственники будущие или настоящие просите это делать. Друзья, еще про электропривод крышки багажника хотел сказать. Смотрите, установив его в таком виде, да, приделав к стойке, они уменьшили проем. То есть загрузить какую-то большую коробку, типа, какую-нибудь стиралку, какой-то телевизор, да, то есть даже не телевизор, а какой-нибудь духовой шкаф, который вот в больших квадратных коробках, вот эта часть может мешать. Недоработка. Смотрите, вот я сложил второй ряд сидений, в ровный пол он не складывается, все равно остается небольшой трамплин. Смотрите, просто я прогибаю, да, насколько я могу, весом вы сможете это зажать. Смотрите, еще какой момент, вот сейчас только что увидел, здесь тоже вот органайзер, но до него добраться можно только сложив второй ряд сидений. У второго ряда сидений нету регулировок движения вперед-назад. То есть, чтобы это были... Вообще никак не двигается вперед-назад. Это минус. Друзья, туда забираться, прям, складывать сиденье, ложиться, смысла не вижу. Места не очень здесь много. При том, что если бампер чистый, то можно здесь посидеть. Просто под крышей. Крыша сзади очень низкая.
То есть даже если я сюда заберусь, то не намного комфортнее мне здесь будет. Были эти версии на американский рынок, я видел с третьим рядом сидений, но здесь багажника не останется совсем, да, то есть здесь есть еще сиденья. На наш рынок их нет. Российский рынок вообще они ущемляют как могут. Ну, японцы, они ущемляют, не заморачиваются, то есть такими вещами, как шумоизоляция и все остальное, но это я вам расскажу уже в салоне. Закрываем. Но очень долго он это делает. Смотрите. Предлагаю проверить, сломает он мне руку или нет. Слушайте, вот если будет детская рука, японцы, я вот разработчика прям казнил, я бы виселицу сделал и показательно повесил. Реально очень больно. Если владельцы, собственники, у вас маленькие дети, берегите, он пережмет руку очень сильно. Реально мне было прям больно. Друзья, еще раз проведу этот эксперимент с зажатием руки крышкой багажника. Реально, вот сейчас я завел автомобиль. Смотрите, это больно, он как прессом, он пытается прям дожать. То есть он понял, что ему что-то мешает, и вместо того, чтобы отпустить, да, то есть, ну, уехать обратно, он пытается додавить. Ребят, японцы, вы конченые вообще по безопасности, реально дети пользуются, да, то есть маленькие дети залазят там, и там случайно эта крышка багажника поехала, там с ключа кто-то нажал или еще что-то, так он руку передавит, вы в травмпункт поедете. Японцы конченые вообще вот в плане крышки багажника. По коррозии, смотрите, все Mitsubishi, которые собирались, поставлялись именно на российский рынок, у них очень слабое лакокрасочное покрытие. Очень тонкий слой, да, то есть это порядка 90 микрон, мы уже промеряли. Смотрите, и есть коррозия. Вот сейчас 23 год, автомобиль 2014 года. Получается 9 лет. Смотрите, вот момент коррозии, да, то есть покажу вот по багажнику, верхняя часть, вот на швах, швы ржавеют все, то есть они покрываются коррозией. Смотрите, вот шов покрытый коррозией. Смотрите, пошлите покажу дальше по дверям. Смотрите, вот низа дверей подобная коррозия, да. Здесь, смотрите, ну, немного, да, какие-то пятнышки появились. Здесь белый цвет и просто очевидно видно. На черных это менее заметно, но она есть, да, то есть от этого никуда не деться, поэтому лакокрасочная не очень. И если кто-то ее покупал новую, ее надо было заклеивать целиком в пленку и хоть как-то пытаться ее сохранить. Предлагаю посмотреть второй ряд сидений. Давайте... Очень дешевая ручка, очень легкая дверь, очень тонкая дверь вот по верхней части, да. По пластику, смотрите, очень жесткий пластик верхний, здесь кожа, да, то есть, но это зависит от комплектации, это максималка, я повторюсь, для 2.4 мотора. Есть еще максималка для хорошего 3-литрового мотора, но это когда мы перейдем под капот, я вам расскажу про техничку. Здесь немного кожи, дальше ужасный пластик. То есть очень грубый, как наждачка. Попытаемся присесть на второй ряд сидений. Смотрите, угол открывания очень маленький. То есть я сажусь и задеваю от крыло. И вот эту накладку с резинкой, которая на крыле. Дверь, порог не закрывает. Порог всегда грязный, да, в плохую погоду. Штаны будут грязные. Сиденье, как я уже говорил, не регулируется, да, вперед-назад не ездит. Есть регулировка спинки. Вот. Это вертикальное положение, но она неудобная, регулировка, ее нету здесь под рукой. То есть вот я сижу, хочу чуть-чуть откинуться. Я не знаю насколько, то есть мне нужно спину убрать. Раз. Удобно, нет, надо еще раз, ой, надо еще раз, надо 100 раз вот так вот сделать, чтобы я отрегулировался. Бред, японцы, инженеры вообще не думали и не разрабатывали.
Подлокотник двигается вместе со спинкой, как бы под рукой удобно. Два подстаканника, небольших, но есть. Никаких боковых упоров, моментов, которые поддержат на втором ряду сидений, нет. Вроде есть отформованное что-то, но прям получилась ровная скамейка. Вот я сижу сейчас на втором ряду сидений. Смотрите, что я увидел. Каким-то образом этот плафон оттуда вылез. Сейчас, конечно, попробуем его туда защелкнуть. Но... Слушайте, ну... Ладно. Пусть это делает собственник этого автомобиля. В подсветке кнопок нет. Экономили на всем. Авторежима у стеклоподъемников нет. Ручка, ну, такая простенькая, дешевенькая. Ничего нет, розеток нет, обдува нет, ничего нет. Плюс кожаные кармашки. То есть они мне нравятся больше, чем сетки. Но бывают еще пластиковые, тоже классные. Сразу минус. Смотрите, ремень безопасности находится на стойке. То, что его не зажимает сиденьем, это плюс. Но, когда здесь дети маленькие, даже на бустерах, удерживающих устройствах, слишком высоко. То есть, намного комфортнее перевозить детей, когда ремень находится низко, да, и уходит где-то вот по сиденью, вот по этой части. А здесь придется колхозить какие-то треугольники, его опускать ниже, чтобы детям ремень не шел по горлу. Японцы не думали о детях совсем. Я уже сказал про багажник, про ремни. Опять они не подумали о детях. Друзья, в моей жизни была подобная ошибка. Я совершил ошибку, купил Mitsubishi Outlander XL до рестайловый, потому что мне не нравился, с 2.4 двигателем, с вариатором. Пару месяцев троечку я покатался, застрял, забуксовал, вариатор мне не дал выехать, я сразу же выставил на продажу и купил нормальный себе Outlander XL, 3-литровый, V6 с классическим 6-ступенчатым автоматом и с полным приводом. И действительно в максималке, да, то есть у них максимальная комплектация только у 3-литровых двигателей, да, на классическом автомате, то есть там уже появляется хорошая музыка, люк. И, в принципе, ну, по салону расскажу чуть позже, как раз на этом сравнении. И действительно, да, я ошибся, несколько месяцев я прокатался на подобном конфигураторе. И у меня был автомобиль 2008 года XL. Вот я сейчас смотрю, вот двигатель максимально, не максимально, а он тот же самый. Даже фильтр вот этот, все то же самое. Здесь расположение максимально... тоже осталось, ничего здесь технически не дорабатывали и не поменяли. Двигатель, смотрите, 2.4 объемом, да, 167 лошадиных сил и 222 ньютон на метр крутящего момента. Вот крутящий неплохой, но здесь коробка ужасная. Здесь вот это бесступенчатый вариатор, на котором ничего нельзя делать, да. Вот вообще ничего, буксовать нельзя, гонять нельзя, тапку в пол нельзя. Прям городской пенсионер, в которого можно что-то загрузить. Все. Вот полный привод здесь просто для того, чтобы тронуться со светофора. И то аккуратно это делайте, потому что вариатор не любит там, ну, с места в пол или каких-то пробуксовок. Здесь у нас автомобиль с пробегом в 200 тысяч. Здесь уже вариатор отремонтировался. Ремонт вариатора не дешевое удовольствие. На пробеге в 170 тысяч был ремонт. Но собственник очень аккуратно ездит на этом автомобиле, да, то есть он не гоняет по трассе в плане обгонов, да, то есть вот едет он там 100, он так и будет ехать 100 за этой колонной, да, если я буду там как-то обгонять, да, то есть и без разницы я это буду делать тапка в пол, то собственник не делает. По бездорожью он не ездит, он не выезжает. Я вот попозже в салоне вам расскажу историю, как я ездил на этом автомобиле с собственником за рулем. Пока мы здесь, просто подкапотка, смотрите, плюс воздухозаборник находится высоко. Как я уже говорил, да, броды, затопленные улицы, когда не работают ливневки, преодолевать на нем можно, да, то есть его очень тяжело утопить. И это все. По движку с пробегом 200 тысяч, вот жора, масла нет, все хорошо, как бы, ну, двигатель ездит. Опять же, его не нагружают.
Были у них еще здесь 2-литровые двигатели. Вот те страдают масложором, потому что он очень маленький для этого автомобиля, то есть он всегда в нагрузке, и, соответственно, у него уменьшился ресурс. То есть, если взять сюда трешку, да, V6, которая устанавливается, то там 300-400 тысяч вообще без проблем эти мотора ходят, очень надежные, ресурсные, да, и выносливые, причем в любых режимах. Вот, ну, все-таки не зря мне, наверное, нравятся немцы, да, даже вот подкапотка, смотрите, вот дыры, щели, какие-то незакрытые части, незакрытые петли, вот настолько все дешманское, такое недоделанное, недоработанное, ну прикройте, пожалуйста, чуть-чуть. Какой-то уплотнитель маленький, ну смотрите, как здесь грязно, да, то есть, блин, ну хоть как-то позакрывайте чуть-чуть, пожалуйста. По фарам, кстати, вот пока здесь тоже хотел сказать, здесь максималка, установлен ксенон, линзованная оптика. Не светит сновья, а со временем линзы вообще выгорели, и свет ужасный, просто ужасный, ничего не видно. Здесь проще доустановить вот сейчас еще диоды, наверное, в туманке, и вот за счет них хотя бы ездить. Либо вот эти линзы прям выкидывать и ставить диоды. Ну, диодные линзы целиком, да, то есть сейчас на многих автомобилях это делают, переделывают. Вот, здесь уже пора. Смотрите, вот это прыщ резиновый, с которым я сегодня очень долго мучился. Во-первых, я очень долго пытался на него нажимать и открыть автомобиль с бесключевого доступа. Потом также я очень долго мучился и пытался его закрыть. Да, вот ключи у меня со мной. Нет. Я не понимаю, как надо на этот резиновый прыщ нажать, чтобы он закрылся. Реально. Либо продавить, но я боюсь сильно продавливать, потому что он может там остаться. Друзья, перемещаемся, смотрим. Смотрите, вот с моим ростом примерно в 1,80 м я пачкаю штаны. Если кто-то ростом ниже, это совсем нереально сюда сесть чистым. Смотрите, здесь выступ огромный, здесь выступ, и здесь еще, здесь огромнейший пирог получился из порогов, который постоянно грязный. Вот эта часть тоже грязная, но мы с мойки, и то все равно уже есть грязь. Уплотнители резинки работают очень плохо. Вот, и очень быстро это все пачкается. И перешагнуть это нужно и реально иметь 2-метровый рост, наверное, и ноги 1,5 метра, чтобы это перешагивать. Ужас. Что у нас здесь интересного? Багажник открывается, система стабилизации, которая не работает, как я это говорил, и буду говорить, что в японских не премиум автомобилях и корейцах система стабилизации не работает, она просто здесь есть. Она просто периодически мигает, моргает, но если какая-то нештатная ситуация, она сработает уже поздно. Понимаете? То есть сравнение, опять же, с немцами, да, то есть она просто не работает. Смотрите, про обшивку. Верх жесткий, здесь немного кожи, как и на задних дверях, в принципе. Здесь опять все жесткое и пустое. Прям на максимум пустое. Смотрите, прям небольшой плюсик. Вот за пробег 200 тысяч не затерся руль. На этом автомобиле один собственник, руль не перешивался, и он реально не затерся. То есть я не знаю, из какого пластика его сделали, но он не затирается. Блин, вроде молодцы. Опять же, смотрите, подрулевые лепестки есть на автомобиле, переключатели, да, передач. Зачем? Это вариатор. Японцы, зачем? Объясните мне, пожалуйста, зачем здесь лепестки? Вот я завел автомобиль, смотрите, и самое, что интересное, мне больше всего это убивает в автомобилях, есть спортивные нотки лепестков, переключений передач, да, мы в поворот идем, как мне их переключить, ребята? Как? Японцы, вы что-то? Или я должен повернуть руль, а штурман справа должен передачи переключать, что ли? Но самая фишка в другом, на самом деле. Они, лепестки сделаны для чего? Что вы едете типа в механике, и вы можете удерживать передачу. Не удерживает этот автомобиль передачу. То есть мы включаем лепестки, да, то есть там на 3-й передаче я хочу ехать. Вот я дам газ в пол, и она сама переключится на 4-ю, типа на 5-ю. Хотя здесь бесступенчатый вариатор.
но как бы какие-то цифры здесь присутствуют. Не держит она передачи. Зачем вы это сделали? Вы, я не знаю, прям пыль в глаза людям такие разбросили. Вот спортивные нотки на вариаторной машине. Бред. По рулю, смотрите, мультимедиа, звук, треки, телефон, да, то есть все минимум и круиз-контроль справа. Здесь все понятно. Друзья, смотрите, здесь есть заглушка для совсем бомж-комплектации, да, то есть, ну, это у кого с ключом. И у нас с кнопкой, да, старт-стоп. Кстати, регулировки очень маленькие, то есть мне вот, я бы хотел руль поднять выше. Я не могу это сделать выше, да, то есть вот, все, вообще прям вот. И здесь совсем чуть-чуть. Грузится, грузится. Грузится, грузится, когда ты это сделаешь? Когда? Давай, давай, Mitsubishi. Слушайте, такое ощущение, как будто самая старая китайская магнитола. Вот, ну, реально, она очень долго прогружалась. USB нету, но есть микро USB, да, флешка с навигацией. Даже когда дилеры были в России, Mitsubishi, автомобиль был на гарантии, у них не было обновлений карт России. Вот можно было обновить любые карты любой страны, но не России. Японцы не заморачивались. Смотрите, где карты и как диски, да, то есть вот это вот извлечь диск, да, открыть монитор. Хорошо, открыли монитор. Угу. Смотрите, получился столик. Просто столик, который сам не уедет. То есть в любом случае надо нажать на кнопку. Опять же, я вот первый раз, допустим, пользуюсь автомобилем, да, и не знаю, блин, а как мне вытащить диск? А я еду. Мне надо отвлечься от дороги, посмотреть, что там написано. Вот написано, извлечь диск. Вы так себе представляете, японцы? Технологичная страна. Где технология? Это вот я уже разобрался, что можно, ну, как бы вот так вот делать. А если вот, ну, я сел на автомобиль, то есть мне нужно было доехать, да, я попадал в ситуацию, когда мне надо было на этом автомобиле за рулем там доехать в область. И собственник автомобиля был со мной рядом, да, как бы, и у меня в движении были сплошные ограничения. Я выехал на трассу, выхожу навстречу, тапку в пол, вариатор, на нем нельзя так делать. Приехали в область, там надо было по бездорожью проехать 60 метров без колеи, просто легкое бездорожье. Мне сказали, нельзя этого делать. Да что это за машина такая? Я говорю, это прям городской пенсионер просто. То есть вот потихонечку доехать до магазинчика, купить какие-нибудь ящички, досочки, которые в этот большой багажник можно положить. Все. Шумоизоляции нету, комфорта нету, а вес у автомобиля там порядка тонны 400, это очень мало для него. И этот автомобиль боится боковых ветров, его сдувает на трассе, его качает, его кренит. Это прям огромный минус. Я думаю, что это вопрос вот как раз дорожного просвета, который они здесь сделали в 215 миллиметров, но большие свесы по бамперам. И передний и задний бампер прям реально огромные свесы. Но дорожный просвет 215. Типа закос на бездорожье. Но из-за вариатора нельзя выезжать на бездорожье. Просто нельзя выезжать. Зачем вы это сделали? Из-за этого клиренса, получается, боковые ветра эта машина не выдерживает. У нее мало веса и ее кренит. Даже на мостах в городе, вот у нас там в Нижнем Новгороде есть мосты через реки, да, и если будет боковой ветер на мосту, ее сносит эту машину. И помимо здесь не работает еще система стабилизации, как должна работать, или хотя бы как работает на немцах. Ужасно. Друзья, камера заднего хода, смотрите. Так себе качество. Никуда она не поворачивает, она просто есть. И сегодня был момент, она мне даже вот эти полоски не показывала. Про полный привод, да, здесь муфта, никакого серьезного полного привода здесь нет. Вот режимы, да, смотрите, есть 4 ВД авто, 4 ВД лог и 4 ВД эко. Но вот 4 ВД эко, я так понимаю, это все-таки как раньше было на Outlander'ах, это 2 ВД просто.
То есть было нормальных 3 режима, да, то есть это передний привод, полный привод подключается автоматически при пробуксовке передней оси и принудительно заблокирован полный привод. Чё за 4 ВД эко? Это просто, ну, передний привод автомобиля. В смысле эко? Полный привод бывает экологичным, экономичным. Каким он бывает? Вы как вообще это писали? Инженеры Япония. Про подлокотник. Смотрите, он здесь не регулируется. То есть вообще он никак не регулируется. Он шевелится, он не очень хорошо закреплен с завода, но вперед-назад не двигается. С моим ростом мне хватает. Кто-то, если будет сидеть поближе, его не хватит, будет неудобно. Смотрите, еще сразу покажу. Здесь саморезы, настолько вот все открыто. В обычной Ниве просто саморезы, вот они очевидно открыты. Ужасно. По эргономике, смотрите, вот эта консоль, она опущена вниз. Руке удобно, да, то есть климат-контроль. Единственное, что мне климат-контроль не нравится, когда регулируется таким образом. То есть мне крутилки, они удобнее просто. То есть я вот уже на многих автомобилях покатался, да, и владел многими автомобилями. Пользоваться можно всем, но удобнее крутилки. Так же, как и звук музыки, да, то есть вот, ну, крутилкой прибавлять намного удобней. Музыка здесь обычная, ни о чем. В максималках только в 3-литровых моторах бывает. Там Рокфорд у них они устанавливали с сабом, динамики. Но там тоже нету шумки. Поэтому звучание громкое, но некачественное. Вчера забрал этот автомобиль. Ну, уже вечером, ночью ехал с фарами. Я уже сказал, фары здесь не светят, да, ужасного качества. И вот машина, она очень жесткая. Вот сейчас неровности такие, ну, ледышки какие-то, да. И она такая вся деревянная, она такая вся болтается. У нее все шумит. Подвеска у нее шумит очень сильно. То есть она исправна, подвеска на автомобиле, да. То есть шумит в плане каком? Пробоя, понимаете? То есть какие-то маленькие переезды, трамвайные переезды, да. То есть там железнодорожные переезды нормального качества. У нее то есть она прям пробивается почему-то. Ужасно. Вот у меня был Outlander XL, и мне не нравилась подвеска как раз за счет этого, да, то есть она была такая жестковатая, гремучая какая-то, хотя в исправном состоянии. Бред. Но выносливая здесь подвеска, потому что вот 200 тысяч пробега собственник менял только там косточки, стойки стабилизатора, которые, да, и в принципе все на этом. На бездорожье мы сегодня не поедем. Собственник мне запретил выезжать. Да я и сам, в принципе, боюсь вариатора. Выезжать на трассу, разгонять эту машину я тоже не поеду опять из-за этого вариатора, потому что он может умереть в любой момент. Даже сам собственник, давая автомобиль, переживает, что этот вариатор может сдохнуть. Хотя ремонт у вариатора был 30 тысяч километров назад. То есть, ну, был полный ремонт, отдали 170 тысяч рублей за ремонт вариатора. И вот через 30 тысяч собственник все равно переживает и боится. У меня тоже нету лишних свободных денег, поэтому я вот, ну, немного просто прокачусь, прям вот как пенсионер. Просто вот сел потихонечку, доехал, на газ практически не нажимая. Даже на этих скоростях послушал эту ужасную подвеску. Вот я... 1500 оборотов я слышу двигатель в салоне. Бензиновый двигатель, ну это как вообще? Смотрите, давайте по конкурентам. Есть прямые конкуренты у этого автомобиля. Это Nissan X-Trail, тоже вариаторный урод. Есть редкие автомобили, такие как Chevrolet Captiva, Opel Antara. Ну, прям в этих прямых конкурентах, там хотя бы они на автоматах, да, то есть эти автомобили. Subaru Forester. Я бы отдал, наверное, предпочтение, если уж нужен японец. Он тоже деревянный в салоне, там тоже нету шумки. Но примерно в этих годах Форестеры были на классическом автомате. Был выбор по двигателям, там были также двушки, 2.5 моторы, 2.5 турбовые моторы были. Есть из чего повыбирать, да, и хотя бы надежный. И полный привод там намного лучше, чем здесь. Там он постоянный полный привод, здесь подключается через муфту в случае пробуксовок.
И перегревается здесь очень быстро. У кого постоянный полный привод, тем повезло больше. Я бы все-таки смотрел на немцев. Кстати, Toyota RAV4. Точно. Вот тоже конкурент, но она будет значительно дороже. И там как раз 2.5 двигатель идет всегда на классическом автомате. Тоже достойный конкурент, если вам не принципиально вопрос вообще шумоизоляции. А так я бы, допустим, сделал акцент на какой-нибудь Audi Q5 дизельный. Она будет на роботе. Тоже не очень. Робот, он дорогой в ТОшках, в замене там масла, да, то есть фильтров, всего остального. Как бы по надежности ресурс примерно у них одинаковый, но на роботе можно все. Тапка в пол, обгоны, на постоянном полном приводе можно валить боком, то есть он это позволяет делать, да, то есть если вариатор ты так будешь делать, он сдохнет там через 20 тысяч, то робот эту нагрузку выдерживает вообще без проблем. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Поеду возвращать этот автомобиль.